Всем привет, с вами Дима, и сейчас мы послушаем, как Диана исполняет песню «Путь». Это самая свежая запись на данный момент. Я эту песню уже слышал у юной Дианы, сейчас буду слушать у повзрослевшей. По превью всего шоу, которое ходило в интернете, уже было понятно, что есть что послушать и есть что сравнить. Что ж, приступим. А перед этим маленькая минутка агитации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень и очень приятно. Диана Анкудинова, «Путь». Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа с каждым днем сильней болит. День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть. Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть. Сожжёт ты в небеса, вдруг услышишь голоса. Очень тонкое исполнение, в каждой фразочке чувствуется свое личное отношение к данному тексту. И это напрямую слышно через те оттенки, которые здесь есть в голосе. Зная о том, какой у Дианы голос, уже сразу понятно, что здесь она банально напевает тихонечко-тихонечко. И это очень трогательное исполнение, хотя слышно, что чувственное и взрослое. И вот сколько слушаю Диану, столько удивляюсь вот тому звуку, какой она формирует. Настолько это звучит необычно и ярко, что, ну вот первую фразу я слышу, и сразу понятно, что это уже Диана, и все, тебе уже хочется ее слушать, вот и из-за ее артистических данных, из-за вот этих вот тембральных, которые она сама в себе нашла и развивает дальше. Слушаем произведение до конца. Хватит еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Хватит еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть. Обратите внимание, какое хорошее вибрато на окончании. Очень-очень меленькое и красивое получается у Дианы. А после такого объема, который делает Диана в голосе, это сделать достаточно сложно. И она знает, как нужно, какими мышцами нужно сработать, чтобы было вот это мелкое красивое вибрато. Иначе просто будет вот такое качание голоса, а не мелкая рябь. Слушаем дальше. Мы тебе укажем путь. И девушка упала. Так, очередной вокалист от Дианы. Я что понял для себя? То, что когда слушаешь вот каких-то певцов, ты ждешь в
песни, ну, кульминацию, и тебе нужна там какая-то высокая нота или очень низкая нота. Ты такой, ох, вот это да, ничего себе. И удивляешься тому, как человек это сделал, соответственно, красиво сделал. Но когда слушаешь Диану, здесь другая история. Какой бы вокалист она ни пела, тут ты больше слушаешь не звуковысотность, а энергетику, которую она транслирует, и тебе уже как бы все равно, какие ноты здесь она поет. И вот здесь вот эта песня, она просто с огромным количеством энергии, и как раз-таки вот как мое субъективное мнение, такие песни очень мощные, они как раз-таки и раскрывают голос Дианы в полной степени, потому что тут у нее был очень стремительный подход к взрывающемуся припеву. Сначала она пела очень-очень тихонечко, и потом просто максимальный свой тембр дает, и ну, тебя это, конечно, покорит сразу. Очень красивая и выгодная песня для голоса Дианы. И если, когда я слушал Falling in Love, меня эта песня полностью поглотила, она первая в моем списке произведений, вот, которые пела Диана и которые мне очень нравятся, то вот это скорее будет вторым треком. Возвращаясь к тому, как Диана пела это в более юном возрасте, в 2015 году, разница просто колоссальная. Там она поет очень тоненьким голоском, она еще не нашла все эти свои коронные фишки тембровые, и там их еще не применяет, а здесь они уже в полной мере есть, и как раз-таки вот этот низкий тембр тут, ну, очень подходит для этой песни, хотя там тоже спето очень хорошо, для ребенка это просто потрясающе. Вот буквально кусочек сейчас припева послушаем. Вот, здесь Диане 12 лет, вот у нее это видео есть на канале, и вот слушаем припев. Голос более тонкий, но все равно слышно, что это Диана. В таком милом тембре тоже песня звучит очень здорово, но в ее нынешнем тембре это звучит просто потрясающе. И если сравнить даже с версией Ольги Кормухиной, то разница тоже очень большая. Диана берет плотности тембра, а у Кормухиной хрипотца добавляет тембра, и это совсем разные приемы, совсем разное воздействие на слушателя. Если Кормухина поет практически как такой рок-певец с хрипотцой, то у Дианы очень классическое исполнение, но максимально емкое из-за количества тембра. Кстати, вот я точно не вспомню, но примерно год назад умер вот Сергей Саватеев, который и сочинил эту песню. Там буквально неделя отделяет вот год от нынешней даты. Красивая, емкая песня. Давайте сравним ее вот с тем, как пела Диана маленькая, с тем, как поет Кормухина этот припев, и как Диана спела вот буквально сегодня. Ну, во всяком случае, сегодня, это в записи вышло сегодня. Слушаем «Маленькая Диана». Очень эмоциональное исполнение для такой маленькой девочки. Она просто всю энергию туда посылает. Слушаем у Кормухиной. Тянешь руки в небеса. Ну вот абсолютно другой голос, абсолютно другой посыл и стилистика. То, о чем я и говорю, здесь тембр добавляется за счет хрипотцы, драйва, а вот у Дианы именно за счет самого тембра, объема. Слушаем теперь последнюю версию Дианы. Тебе укажем путь, хватит еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь.
Вот у Дианы очень проникновенное, более страждущее исполнение, и каждая нотка этим пропитана. То есть у Дианы тембр как транслятор ее глубоких эмоций. Это очень приятно слушать. Красивая песня, которая очень круто звучит у Дианы. Пишите в комментариях, что можно послушать еще. И нужно на самом деле послушать остальные песни, которые были исполнены на данном проекте. Приходите на онлайн-уроки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень и очень приятно. Всем спасибо и пока-пока.